Добрый день, дорогие друзья! Я всех приветствую на канале Clear Astrology. Дорогие тельцы, в этом видео мы разберем, что ждет вас в ноябре месяце. Ваш управитель, планета Венера, 8 ноября меняет свой знак и переходит из знака Девы в знак Весны, с вашего 5-го дома в ваш 6-й дом. 6-й дом в астрологии у нас отвечает за здоровье, за нашу работу, за коллектив, где мы работаем, за домашних животных, за наш распорядок дня. И планета Венера – это планета гармонии. То, куда попадает она приносит нам гармонию, удовольствие. И планета Венера в 6-м доме – это время, когда ваши взаимоотношения с коллегами по работе могут улучшиться. И если у вас были в это время какие-то разногласия, сейчас вы можете их улучшить. Планета Венера в 6-м доме может принести вам удовольствие. Вы можете получать в это время удовольствие от своей работы. А может быть, захочется украсить свое рабочее место. Также это очень благоприятное время для посещения косметических процедур, спа-салонов. Также это время, когда вы можете получить повышение по работе. Это время, когда ваше состояние здоровья может улучшиться, потому что 6-й дом у нас также отвечает за здоровье. 10 ноября планета Меркурий меняет свой знак и переходит в знак Стрельца, переходит в ваш 8-й дом, дорогие тельцы. 8-й дом у нас в астрологии отвечает за финансы, которые мы сами не заработали. Это финансы нашего партнера, это кредиты, банки, ипотека, страхование, наследство, какие-то государственные выплаты. И также это дом трансформации. Планета Меркурий – это планета информации, коммуникации, это то, о чем мы думаем. И когда Меркурий перейдет в ваш 8-й дом, это время, когда вы можете думать о том, как улучшить ваши финансы. У вас может быть какие-то сделки, переговоры по поводу инвестиций или по поводу каких-то ваших кредитов, может быть, ипотеки, может быть, вы будете решать вопросы с наследством или думать, как получить наследство. Может быть, вы будете заниматься вопросами вашего партнера финансов. Также это очень хорошее время для общения с психологами, потому что 8-й дом у нас отвечает также за трансформацию. И это время, когда вы можете получить новости, касающиеся ваших финансов, связанными с банками, с ипотекой. 13 ноября у нас произойдет новолуние в знаке Скорпиона в 20 градусе 43 минуте. Это новолуние попадает в ваш 7-й дом, дорогие тельцы. 7-й дом у нас отвечает за партнерство, бизнес-партнерство, партнер по браку. А новолуние – это всегда начало нового цикла. У нас обновляется старая программа и закладывается новая. И так как это новолуние попадает в ваш 7-й дом, это время, когда у вас могут обновиться ваши отношения с партнером. Если у вас есть партнер, если у вас партнера нет, это время, когда вы можете с кем-то познакомиться, встретить своего будущего партнера. Это время, когда вы можете завязывать какие-то новые контакты с другими людьми. Это замечательное время для того, чтобы быть на публике, продвигать себя, рекламировать. Это время, когда вы будете больше открыты для общения с другими людьми, и даже это нужно использовать для заведения полезных контактов, для общения с другими людьми. Это время, когда у вас может завязаться какое-то бизнес-партнерство, можете найти какого-то бизнес-партнера. 22 числа Солнце меняет свой знак и переходит с 7-го вашего дома в 8-й дом. И Солнце в 8-м доме опять будет привлекать ваше внимание к финансам. У вас уже там находится Меркурий в 8-м доме, и к нему подсоединяется Солнце. У вас, получается, в ноябре месяце акцент будет на финансы, на 8-й дом. Солнце еще у нас отвечает за нашу энергию. И получается, вы будете всю свою энергию направлять на решение финансовых вопросов. Но также это говорит о том, что это очень благоприятное время для решения финансовых вопросов. Но также обращайте внимание, какие у вас идут аспекты от Солнца.
24 ноября планета Марс также переходит из знака Скорпиона, переходит в знак Стрелец и переходит в ваш 8-й дом. У вас будет 3 планеты находиться в 8-м доме. Марс — это также планета энергии, наших активных действий, решительности. Тоже то, куда мы направляем энергию. Значит, вся ваша энергия будет направлена на финансы, на инвестиции, на страхование, на наследство, на решение вопросов с какими-то выплатами, страхованием, с ипотекой. И обращайте внимание, какие у вас идут аспекты к этим планетам. Если идут благоприятные аспекты, то это очень хорошее время для решения ваших финансовых вопросов. Если аспекты идут негативные, будьте осторожны, не рискуйте в это время. И последнее событие у нас произойдет в ноябре месяце, это полнолуние. 27 ноября у нас произойдет полнолуние в знаке Близнецы, в 4 градусе 51 минуте. И это полнолуние попадает, дорогие тельцы, в ваш 2-й дом. 2-й дом в астрологии у нас отвечает за финансы, которые мы сами заработали, за нашу самооценку, за наши ценности, за то, как мы зарабатываем деньги, как мы их тратим. Это дом наших ресурсов. И полнолуние — это всегда получение какого-то результата, подведение итогов, кульминация. И это время, когда вам будет ясно то, как вы будете зарабатывать деньги. Вы будете думать о финансах. Это потому что у вас будет акцент на том, как улучшить свои доходы. Также это дом расходов, то, как мы тратим деньги. Может быть, вы в это полнолуние сделаете какую-то крупную покупку. И также это время, когда ваши ценности могут измениться. Также это полнолуние может принести вам какую-то прибыль. Может быть, вы работали долго над каким-то проектом, сейчас вы можете получить результаты этого проекта. Вся ваша активность, все ваши желание будет направлено на получение какого-то дохода, на улучшение вашего финансового положения. Дорогие тельцы, я всем желаю замечательного ноября месяца. Пишите мне в комментариях, что у вас происходит. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. И я благодарю всех, кто подписывается на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!